Утро начиналось спокойно в головном офисе одного из самых известных частных банков в Чикаго. Среди деловых людей в дорогих костюмах почти никто не обратил внимания, когда в здание вошел пожилой мужчина в потрепанном пальто и с тростью. Его звали Гарольд Уинстон. В руках он нес старый изношенный портфель и медленно направлялся к зоне обслуживания. Сотрудники и клиенты мгновенно заметили его скромный вид. Кто-то удивленно посмотрел, кто-то слегка усмехнулся. Женщина за стойкой, Эмили, лишь мельком глянула на него и на его папку и решила, что перед ней обычный пенсионер, случайно забрелший в банк. Не проверив документы, она направила его к креслам для ожидания. Гарольд спокойно устроился в одном из кресел и терпеливо ждал. Его присутствие почти никто не воспринимал всерьез. Менеджеры, проходившие мимо, не задерживались, их график казался слишком плотным, чтобы тратить время на малозначимых клиентов. Так он просидел больше часа, пока один из младших сотрудников, Райан, не обратил на него внимания. Что-то в Гарольде показалось Райану необычным, не растерянность и не тревога, а спокойная уверенность, словно человек был абсолютно на своем месте. Райан подошел, предложил помощь и взял портфель. Просмотрев документы, он быстро понял, что Гарольд Уинстон не просто посетитель, а один из крупнейших инвесторов банка, владевший значительной долей акций на протяжении многих лет. Более того, он был одним из соучредителей этого филиала, отошедшим от дел, но все еще тщательно следившим за его работой. Когда эта информация дошла до управляющего, было уже поздно. Гарольд покинул банк, не произнеся ни слова, оставив лишь папку с документами и краткую служебную записку. На следующий день офис получил официальное уведомление об увольнении управляющего и назначении Райана на руководящую должность. Вскоре начался масштабный внутренний аудит. Каждый сотрудник понял, что прежняя атмосфера высокомерия и пренебрежения осталась в прошлом. С тех пор многое изменилось. Клиентов перестали оценивать по внешнему виду, и каждый посетитель, независимо от статуса или суммы на счету, стал получать уважение. Имя Гарольда Уинстона редко упоминалось вслух, но все знали, что именно этот незаметный человек напомнил им, что уважение – не привилегия, а обязанность. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.